Друзья, давайте приготовим сегодня мое любимое блюдо с курицей и грибами. И это французский жульен. Он получается очень вкусный и сытный. Как всегда, следите за руками, а мы поехали! Начнем с нарезкой наших грибов. Я взяла обычные шампиньоны, но если у вас есть, например, белые грибы, то можете сделать жульен с ними. Получится вкуснее. Что нам нужно сделать? Нам нужно нарезать на слайсе где-то по полсантиметра. То есть не тонко, потому что если мы нарежем, вот, например, на вот такие маленькие тоненькие слайсики, то при обжарке вот это станет очень сухое и весь сок от него уйдет. Поэтому нам нужно нарезать на более вот такие толстые кусочки. И после этого нам нужно нарезать на кубики, достаточно большие, тоже где-то по полсантиметра. Вот такие кубики у нас получились. И почему нужны именно кубики? Потому что при жарке в кубике останутся соки. И наш жульен не получится как подошва, а получится вкусный и сочный. Теперь нам нужно нарезать одну луковицу. Режем мелко, насколько можем, настолько мельче. Чтобы мелко нарезать, я всегда оставляю попку. И нарезаем на вот такие слайсики. Не до конца. После этого я разрезаю на две части вот так, поперек. И начинаю резать. У нас получается очень красивый и мелкий кубик. Сначала нам нужно обжарить лук до прозрачности, после этого добавляем наши грибочки и обжариваем до готовности. Вот какая готовность у вас должна получиться. Теперь мы будем заниматься с куриным филе. Данное блюдо я люблю делать именно со куриной грудки. Нам нужно ее нарезать на кубики где-то сантиметр на сантиметр. После этого нам нужно ее обжарить тоже на сковородочке. Обжариваем курицу до золотистого цвета. Пора делать наш соус. Мы будем делать бешамель, и многие ошибаются, что это очень легкий соус. Это не так. Теперь я вам покажу некоторых тонкостей. Обжариваем муку в сотейнике 2-3 минуты до легкого орехового аромата. Добавляем щепоточку мускатного ореха, он придаст блюду уточненный вкус. Обязательный ингредиент для данного соуса это белый перец. Так как я не солила курицу и грибы, то сейчас добавлю небольшую щепоточку соли. И постепенно вводим молоко, чтобы добиться однородной консистенции. Ставим сотейник обратно на плиту и варим соус на среднем огне до готовности, постепенно перемешивая. Вот какая консистенция нашего соуса, густая сметана. И нам сейчас нужно добавить чуть-чуть сливочного масла. У меня оно ароматное, с приправами и чесноком. Я думаю, что именно чеснок добавит вот такая изюминка в нашего соуса. Размешали хорошо, и теперь нам нужно добавить нашу курицу с грибами и хорошо размешать. Наша смесь готова. Теперь нам нужно это все выкласть в наших формочек. Наш жульен готов, и посмотрите, насколько он сексапильно выглядит. Вот эта золотистая корочка, это просто фантастик-бомбастик. Давайте по традиции мы его попробуем. Фантастично! Если вам понравился сегодняшний рецепт и вы любите жульен, как и я, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до новых вкусных встреч, ребята. Пока!